влиятельная мать и особое отношение к женщинам. Жизнь между реальностью и метафизикой. Поль Дельво. Годы жизни 1897-1994. Один из самых загадочных и самобытных художников 20 века, чьи работы до сих пор завораживают зрителей своей атмосферой сна, застывающего времени и безмолвной тайны. Несмотря на то, что его причисляют к сюрреалистам, сам Дельво никогда не чувствовал себя частью этого направления, предпочитая говорить о своей приверженности к метафизическому искусству. Его вдохновляли работы Джорджо де Кирико, наполненные архитектурными пейзажами, статуями и глубокими тенями, создающими ощущение загадки. С самого детства Дельво обладал тонким чувством прекрасного, но его путь к живописи был тернистым. Его родители, особенно мать, видели в нем будущего юриста или архитектора, но судьба распорядилась иначе. Интерес к искусству пробудился в юноше еще в школьные годы, когда он увлекся копированием иллюстраций из книг Жюля Верна. Возможно, именно эти фантастические изображения повлияли на его дальнейшее творчество, наполненное странными и мистическими элементами. Родившись в деревне Анте, которая сегодня входит в состав бельгийского города Ванс, Поль с детства находился под влиянием строгой и властной матери, что наложило отпечаток на его отношение к женщинам. Их образ в его творчестве приобрел символическое значение. Они стали одновременно далекими и манящими, присутствующими, но неприкасаемыми. Будучи под давлением семьи, Поль поступил в Королевскую академию искусств, где поначалу изучал архитектуру. Однако вскоре он осознал, что его истинное призвание – живопись. Это решение не встретило большого сопротивления со стороны матери после того, как его талант был замечен известным художником Францем Куртенсом. Он убедил родителей Поля поддержать сына, и тот перевелся на факультет изобразительного искусства. Под руководством таких мастеров, как Констант Монталь и Альфред Бастьен, Дельво приобрел академическую базу. Однако его истинный стиль начал проявляться только спустя годы. В начале карьеры он создавал пейзажи и жанровые сцены, но вскоре познакомился с работами Джорджа де Кирико, что кардинально изменило его взгляд на искусство. Женские образы в картинах Поля Дельво – это не просто персонажи, а нечто большее. Они обладают отстраненным, почти гипнотическим взглядом, их позы кажутся застывшими в вечности. Эти фигуры часто сочетаются с элементами классической архитектуры, железнодорожными станциями, трамваями и скелетами, создавая ощущение сновиденческого пространства, где реальность сплетается с фантазией. Одной из особенностей его стиля стало то, что он писал женщин именно такими, какими видел их в своем внутреннем мире, далекими, загадочными, неприступными. Это не просто модели, а символы, олицетворяющие мечту, утрату или тоску по чему-то неуловимому. Личная жизнь художника была полна драматических событий. В молодости он без памяти влюбился в Ан-Мари де Мертеллар, но строгая мать запретила ему вступать в брак с девушкой. Подчинившись ее воле, Поль расстался с возлюбленной, а после смерти родителей женился на Сюзанне Пурнал. Однако этот брак не принес ему счастья. Спустя годы, в 1947 году, художник случайно встретил Ан-Мари на улице, и их чувства вспыхнули с новой силой. Поль не стал медлить, он развелся с женой и связал свою жизнь с женщиной, которую любил с юности. Этот союз оказался прочным и длился почти 40 лет, до самой смерти Ан-Мари. После Второй мировой войны творчество Дельво приобрело международную известность. Его персональные выставки проходили по всему миру, а он сам получал престижные награды. Однако, несмотря на славу, художник предпочитал уединение. Он практически не покидал Бельгию, за исключением одной поездки в Грецию и Италию в 1956 году. Жизнь Поля Дельво протекала размеренно в окружении искусства и любимой жены. В 1984 году он переехал в городок Фурнес, где провел свои последние годы.
1986 году он написал свою последнюю картину, после чего ограничился только созданием рисунков. Когда в 1989 году умерла Ан-Мари, художник полностью отошел от творчества, так и не взяв больше в руки кисть. Он ушел из жизни в 1994 году в возрасте 96 лет, оставив после себя уникальное наследие. Картины Поля Дельво – это путешествие в мир грез, где время застыло, а персонажи кажутся застывшими в вечном ожидании. Его полотна – это не просто изображения, а настоящие порталы в иное измерение, наполненные тайнами и скрытыми смыслами. Женщины на его холстах остаются загадкой. Архитектура – напоминанием о вечности, а поезда и рельсы – символом движения во времени и пространстве. Сегодня творчество Дельво продолжает вдохновлять художников, исследователей и зрителей, ведь его работы остаются неизменной частью мирового искусства, способной пробудить воображение и прикоснуться к глубинам подсознания. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.